сегодняшнем выпуске передачи «Жизнь апостольских верующих в 21 веке» мы поговорим об очень важном библейском принципе, о принципе приличия, благопристойности, скромности. С нами сегодня доктор Дэвид Бернард, он автор 2 книг о святости, «В поисках святости» и «Практическая святость». И мы поговорим о понятии приличия, скромности и о том, как нам применять это на практике в 21 веке. Доктор Бернард, известно, что Объединенная Пятидесятническая Церковь является частью пятидесятнического, как мы бы сказали, движения святости. И мы традиционно подчеркивали важность библейской добродетели приличия, благопристойности. Мы часто цитируем отрывок из Писания, который, кстати, можно найти во многих наших документах. Отрывок из первого послания к Тимофею, 2 глава, стихи 9 и 10. Там говорится, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Так что мой вопрос сегодня, что такое приличие в современном мире, в котором мы живем? Как нам применять это наставление в своей жизни? Позвольте мне сконцентрироваться на приличии, благопристойности, но также сделать несколько общих наблюдений. Если взять отрывок, который вы только что прочитали, и посмотреть выше, стих 8, то есть первое послание к Тимофею 2:8, сначала Павел обращается к мужчинам и указывает на общие искушения, с которыми сталкиваются мужчины, после чего он говорит, чтобы также и жены, то есть женщины, и пишет об общих искушениях, с которыми сталкиваются женщины. И таким образом, это не унижение женщин, но объективный факт того, что общество имеет более высокие ожидания от внешности женщины. И можно даже сказать, что в этом на самом деле больше вина мужчин, потому что для них важно, что они видят, и они пытаются навязать свои ожидания женщинам. Почему я все это говорю? Павел обращает внимание на различия между полами. Он обращается и к мужчинам, и к женщинам, зная, что мы не одинаковые. Мы равны в Божьих очах, мы равны по своей ценности в обществе, в доме, в браке, но мы не точно такие же. Так что Павел обращает внимание на разные общие искушения. Сначала те, которые в общем случае касаются мужчин, потом те, которые касаются женщин. Но я сразу же добавлю, что принцип один и тот же. Например, он говорит, мужчины, избегайте гнева и сомнения. Но что если женщина будет полна гнева и сомнений? Она тоже должна избегать этого. И потом он говорит, женщина, следите за тем, чтобы одеваться прилично. Но если мужчина одевается неприлично, он также должен следовать этому наставлению. То есть это наставление не направлено исключительно на один пол. Так что это не так, что у нас только правила для женщин, как некоторые могут сказать, потому что в действительности дело в нашей культуре, в нашем обществе, которое ожидает чего-то большего от женщин, из-за чего апостольская пятидесятническая женщина, которая старается следовать Писанию, сильно отличается от других. С мужчинами это не так. Но это проблема нашего общества. Так что дело не в том, что мы унижаем женщин и налагаем на них больше ограничений, но дело в нашем обществе, которое неравно относилось к мужчинам и женщинам. Так что я считаю, что нам нужно относиться к ним одинаково. Так что, как я считаю, важность выглядеть прилично относится как к мужчинам, так и к женщинам. Меня очень возмущает, когда я иногда путешествую, особенно на Ближнем Востоке, и вижу, как, например, идет мужчина-мусульманин в майке с коротким рукавом и в шортах, а его жена полностью покрыта от головы до пят, и видны только ее глаза. И я думаю, подождите, я могу уважать стремление человека выглядеть прилично, хотя я думаю, что в данном случае тут уже это выражается чрезмерно, но что действительно возмущает меня, это то, почему только женщина должна выглядеть прилично. Это должно в равной степени относиться и к тем, и к тем. И я думаю, что это так. Так что приличие, благопристойность, в данном контексте, сам корень слова говорит о приличии, пристойности, о том, что не надо поощрять похоть плоти, то есть желание плоти, похоть очей, то есть привлекать глаза, гордость житейскую, то есть эгоизм, желание выставлять себя на показ. Так что приличие – это значит пристойность, скромность, это значит покрывать тело, чтобы не возбуждать сексуальное чувство. И я хочу быть здесь осторожным. Я не обвиняю женщин в том, что они приносят проблемы. Если мужчина похотлив, то это его личная проблема. И я не обвиняю в этом женщин. Но я скажу, что и мужчинам, и женщинам следует быть осторожными. Для меня приличие, благопристойность – это ваше поведение, ваша жизнь. Это как вы разговариваете. Если вы разговариваете на грани пристойного, вульгарно, в послании к Ефесянам говорится о том, чтобы мы так не разговаривали.
Потому что такой язык разрушает определенные барьеры, что ведет к последствиям. И наше общество виновно в этом. Когда люди шутят об определенных вещах, говорят об определенных вещах, о которых должны только говорить муж и жена наедине, и общество открыто говорит обо всем этом, об интимных вещах, о подробностях, о которых, если необходимо, стоит говорить с врачом, или только с мужчинами в образовательных целях, или только с женщинами, или только между мужем и женой, а не говорить об этих вещах без разбора во всеуслышание. Так что приличие включает в себя ваши отношения, ваше поведение, вашу речь и вашу одежду. И это все относится как к мужчинам, так и к женщинам. Так что я думаю, мы должны это подчеркивать. В данном контексте я вижу здесь 4 принципа. Первый принцип – это различие между мужчиной и женщиной. Здесь указывается на это. Даже когда говорится, чтобы также и жены в приличном одеянии. Одеяние здесь имеется в виду длинная, свободная свисающая одежда, относящаяся к женщинам. Даже несмотря на то, что в древние времена и даже в наше время на Ближнем Востоке есть мужские и женские длинные одеяния, но они отличаются, и отличаются достаточно для того, чтобы люди могли различить их на расстоянии. И даже в Ветхом Завете, в книге Второзаконие 22:5, говорится, что есть конкретно мужская одежда, которую не должны носить женщины, и наоборот. Так что я вижу принцип различия между мужчиной и женщиной, или, как мы иногда называем, принцип различия полов. Второй принцип – это принцип приличия, благопристойности в смысле прикрытия тела, не выставления его на показ ради того, чтобы привлечь внимание к своей сексуальности или вызвать похотливые желания. И хотя можно сказать, что да, окружающие люди сами ответственны за то, чтобы хранить свое сердце чистым, я полностью с этим согласен, но в то же время своим поведением и своей одеждой мы не должны намекать на определенные вещи, приглашать определенные мысли или говорить таким образом, что я хочу обнажить какие-то участки своего тела ради сексуального внимания. И если вы посмотрите рекламу и будете честными, то вы увидите, что они открыто там говорят, это сексуально, это пробуждает чувства. Они не скрывают тот факт, что да, мы намеренно стараемся способствовать такому мышлению. Женщина должна хотеть выглядеть красиво, женщина должна носить аккуратную прическу, носить одежду, которая в хорошем свете представляет ее семью, ее мужа, ее саму, ее церковь. Поэтому мы не говорим об унижении или о том, чтобы сделать женщину максимально невыразительной. Но мы просто говорим, да, выглядите красиво, наряжайтесь, будьте благовидными, но в соответствующих рамках, то есть в приличном одеянии. Так что хорошо, если вы хотите выглядеть благовидно, красиво, чтобы когда кто-то на вас посмотрит, он сказал: «О, это очень хороший, приятный человек». Вот такой должна быть реакция, а не то, чтобы, глядя на вас, говорили: «О, это очень сексуальный человек». Она выставляет на показ интимные части тела или привлекает внимание к ним, нося очень облегающую, тонкую, короткую, откровенную одежду. Так что для меня это означает, что у женщины не должно быть глубоких вырезов. Основная часть ее туловища должна быть прикрыта, ее плечи должны быть прикрыты. Когда я был пастором, я всегда побуждал к тому, чтобы женщины носили платья и юбки такой длины, чтобы они прикрывали колени в стоячем и сидячем положении, чтобы когда она поклоняется Богу, восклицает, она в это время оставалась прилично выглядеть. Но как вам точно узнать, является ли что-то приличным? В какой-то степени тут присутствует культурный аспект. Скажем, вы живете в обществе, где есть определенные ожидания, и если вы намеренно нарушаете их, то вы этим что-то показываете. Так что даже если вы объективно можете сказать, что такая-то одежда не является неприличной, и, например, в викторианском обществе или в более консервативном обществе, если вы выходите за рамки норм, то вы этим что-то говорите. Хотя, может, объективно говоря, вы не обнажаете слишком много своего тела, но в контексте той культуры вы что-то показываете, и люди замечают это. Так что есть этот культурный аспект. Но также должен быть аспект абсолюта, то есть то, что не зависит от того, что говорит общество. В нашей культуре шорты, топы, купальники, бикини – это все приемлемо, но подождите, Писание говорит, что нужно одеваться прилично. И если все это является приличным, то тогда вообще нет такого понятия, как неприличная одежда, потому что все, что еще меньше прикрывает тело, это вообще отсутствие одежды.
Так что определенно мы не можем ориентироваться только на наше общество. Наше общество наверняка в этом ошибается, потому что у него такое понятие, что вообще нет неприличной одежды. Так как же нам знать, что является приличным? Я думаю, нам нужно снова спросить себя, откроется ли из-за такой-то одежды определенная дверь, или почувствуем ли мы, что нося такую-то одежду, мы поощряем похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, а те, кто нас видит, поддаются всему этому. И мне нравится приводить такой пример. Хорошо, может, ношение купальника является общепринятым сегодня в некоторых ситуациях, что если вы пойдете на пляж, никто не подумает, никто не скажет из-за этого, я хочу совершить прелюбодеяние, никто не скажет, я хочу выглядеть неприлично. Но давайте будем честны. Человеческая природа остается той же, человеческая психология остается той же, человеческая физиология, то, как работает мозг, глаза, как реагирует мужчина, как реагирует женщина, это остается тем же в течение многих поколений. Это не изменилось. И если вы спросите 10 парней на пляже, какие у вас впечатления, они не скажут, вот этот скромный человек прилично выглядит. Они скажут, это привлекает похоть очей. Так что вы должны быть реалистами. Суть не только в том, какие у вас намерения, но также в том, что на самом деле происходит. Так что даже если общество говорит, что это приемлемо, даже может, если христианская церковь говорит, что это приемлемо, но реальный эффект остается тем же, каким был всегда. Еще один практический способ посмотреть на это, и это только пример. Если вы ищете какие-то подсказки, подумайте, что Бог посчитал бы неприличным, или о чем беспокоился Павел. В обществе того времени женщины одевались очень прилично по сравнению с нашим обществом. Что беспокоило Павла? Что было бы неприличным в его обществе? Они все носили длинные одеяния до пят, их тело практически все было прикрыто. О чем Павел беспокоился? Что я обнаружил? Иногда женщины, особенно если они работали в поле или занимались чем-то, где требовалась какая-то физическая активность, они поднимали свои одеяния чуть выше колен и подвязывали их. Это считалось неприличным. Так что, наверное, когда Павел говорит «носите приличную одежду», он не имел в виду «не носите бикини». Это даже не пришло бы ему на ум. Он не говорил «не носите мини-юбки», «не носите шорты». Он, наверное, думал, знаете, вам не следует задирать ваши платья выше колен. Так что, прежде всего, посмотрите, о чем беспокоился Павел. И мы не думаем, что это беспокоило только Павла. Мы думаем, что это беспокоило новозаветную церковь. Мы думаем, что в этом открывается Божья воля. Так что то, что в контексте Нового Завета считалось неприличным, тоже относится к нам. Мы придерживаемся тех же ориентиров. Еще один пример того, что может показывать, как Бог относится к этому, находится в книге Исаии, в 47 главе. Господь говорит о суде, наказании Вавилону, и Он сравнивает Вавилон с женщиной, которая неприлично выглядит, она аморальна и будет постыжена. И Бог говорит в книге Исаия 47, с 1 стиха, «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова, то есть ты будешь рабыней, и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой». Так что Бог тут старается нарисовать картину для своего народа. То есть это так, как Бог на это смотрит, и Он ожидает, что Его народ поймет, о чем говорится. Итак, вот описывается эта женщина, она постыжена, ее нагота открыта. Разве Он говорит о том, что она голая? Нет. Он говорит о том, что она оголяет ноги, открывает голени, она переходит через реки и поднимает свое платье. И Бог говорит о том, что это нагота, это стыд, это наказание. Это нарисована картина женщины, которая постыжена. Так что, мы будем носить всякую одежду, будем выставлять тело на показ и говорить, «Эй, то, что Бог считает наготой и стыдом, мы считаем нормальным?» Так что я думаю, это будет еще одним примером для вас по поводу оголения ног, открытия голени. Так что если вы полностью обнажаете ваши ноги, ваши голени, то Бог скажет, это неприлично, это стыдно. Так что можно видеть какие-то ориентиры, когда вы читаете Писание. И я считаю, нас это должно беспокоить. Еще понятие приличия подразумевает избегать экстравагантности, показухи. И вы находите, что здесь в тексте говорится об умеренности.
умеренности. Итак, я бы сказал, что первый принцип – это различие между мужчиной и женщиной. Второй принцип – приличие в смысле благопристойности, носить то, что прикрывает тело, то, что не способствует разжиганию похоти. Но также есть принцип умеренности, и это касается в общем вашего образа жизни, но также конкретно и одежды, что она должна быть умеренной. Так что приличие также подразумевает то, что можно выразить словом «умеренность». Также фактически говорится о том, чтобы не носить декоративные ювелирные украшения, где бы они ни носились, на волосах. Но я не думаю, что это касается каких-то простых вещей, касающихся прически, но это касается каких-то вычурных вещей, связанных с прической, или даже с вплетением в волосы подобных вещей, как обычно делали в те времена. Женщины в том обществе все имели длинные волосы, так что проблема была не в том, что у них были длинные волосы, это как раз поощряется. И проблема была не в том, что кто-то делал аккуратную, красивую прическу, но проблема была в том, что они пытались выглядеть очень экстравагантно, с пышностью или даже с ювелирными украшениями в волосах. Так что Павел говорит, не носите золото, жемчуг. Я думаю, что он приводит пример драгоценных камней, драгоценных металлов, указывая на то, что не нужно украшать свои тела драгоценностями, единственная цель которых в том, чтобы привлечь внимание и быть украшением. Так что я вижу это как указание на то, чтобы избегать украшений, и я бы отнес декоративную косметику к той же категории. Опять-таки, каждый раз, когда есть пример использования декоративной косметики в Библии, она связана с чем-то негативным, когда она используется для того, чтобы показать себя, покрасоваться, привлечь кого-то с нехорошими мотивами. И хотя я осознаю, что большинство людей сегодня, если они носят драгоценные украшения и декоративную косметику или неприличную, нескромную в нашем понимании одежду, они делают это ненамеренно. Поэтому я не пытаюсь атаковать их или осудить их, но я просто говорю, что если мы действительно хотим следовать за Господом, то учение Новозаветной Церкви предназначено для современной церкви, и нам нужно следовать тем 4 принципам. Так что, я думаю, приличие, благопристойность охватывает те вещи, которые я упомянул. И что очень интересно, если изучить историю церкви, я объясняю это в одной книге. Кстати, у меня есть 2 книги на эту тему, «В поисках святости» и «Практическая святость», и там описываются все эти учения. Но в книге «Практическая святость» исследуется церковная история, и для некоторых будет достаточно шокирующим тот факт, что в первые века после событий, описанных в Библии, то есть во 2-3 веках, то, что я только что объяснил, было обычным учением всех так называемых христиан. И это учение было даже строже, чем то, как я учу. Затем были движения Возрождения. Например, Джон Кальвин, который был отцом реформы пресвитерианской церкви. Его учение о приличии в одежде было очень строгим. Джон Уэсли, методист, его учение было очень строгим. Движение святости 19 века, то же самое. Затем пятидесятническое движение начала 20 века, которое по большей части образовалось из движения святости, то же самое. То есть все, что я только что сказал, поддержали бы движение реформаторства и возрождения предыдущих веков, в особенности кальвинисты, методисты и ранние пятидесятники. И хотя мы сейчас кажемся аномалией сегодня, хотя есть и другие группы с подобным учением, но относительно мало таких групп, которые говорят, что это все так же важно. Но если вы посмотрите на историю церкви, наше толкование Писания является довольно стандартным и обычным среди верующих в Библию, приверженцев Возрождения, среди консервативных движений. Но в конце концов, мы не пытаемся следовать даже пятидесятнической традиции или культуре, но мы стараемся следовать тому, чему учит Писание. И я верю, что даже в самом слове «приличие» или «благопристойность» заложен смысл. И печально то, что, похоже, многие христианские группы так и не стараются разобраться, что это значит. Об этом вообще не учатся, или это на 100% считают субъективным, или неактуальным, или относящимся к древней культуре. Но мы, как верующие, следующие учению апостолов, верим, что мы являемся частью Новозаветной Церкви, и что учение, относящееся к этой церкви, относится и к нам сегодня. Благодарим, что вы послушали этот выпуск передачи «Жизнь апостольских верующих в 21 веке». Если вам понравилась эта передача, то, пожалуйста, уделите время, чтобы оставить отзыв в Apple Podcast, Spotify или в вашем любимом приложении подкастов. Если вы смотрите на YouTube, то подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Мы также рекомендуем посмотреть книги брата Бернарда на сайте pentecostalpublishing.com. Наберите в поиске «Дэвид Бернард», чтобы увидеть весь список книг. Не забудьте ввести код DKB10 при покупке, чтобы получить скидку в 10% на ваш заказ. Мы будем ждать новой встречи с вами на следующей неделе, когда мы будем разбирать, как современные верующие могут жить в соответствии с учением Церкви первого века.